Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Ну вот мы и приехали. Сейчас вам покажу наше огромное Вилейское водохранилище. Такой, смотрите, ветер. Идем смотреть, дует ли нас на льду или нет. Заходик оставил, смотрите как. Здесь видно был песок, и вот сейчас, когда шли дожди, осадки, видно, повысился немножко уровень воды, да? Сейчас, рыжий. Нашла довольно интересное место. Здесь идет резкий перепад с 7,3 на 7,6 метров. Получается, у меня есть как бы такой пупок, и у меня есть яма. Я не знаю, где лучше ставить палатку, поэтому я приняла решение вот так вот прямо луночки закормить и выбрать ту, в которой в первой попадется какая-то нормальная рыба или вообще какая рыба попадется, понимаете? Потому что я не знаю, куда лучше стать, в яму или на пупок. Я не знаю. В прошлый раз лучше сработал пупок, понимаете? А я сидела на яме. Да, я наловила рыбу, но веща не было. Тухотулещ стоял правей на пупке. Сейчас посмотрим. Вот по кормушечке, по нормальной туда заложим. Мало ли не будет потом клевать, где палатку поставлю, да хоть чтоб можно было побегать мормышкой, поиграть. Так, чтобы не открылась она у меня. Открылась. Отлично. Есть. До дна добрались. И делаем топ, топ и топ. Хоп. Есть. Первая нитка пошла. Замерзли руки, надела варежки и приняла решение посмотреть по лункам быстренько Калипсо, потому что у меня, честно, у меня не хватит, так сказать, сил на то, чтобы мерзли. Здесь какое-то, видите, ого, что это такое, закоряженное место. Здесь может быть судак, а из-за того, что есть судак, не знаю. Главное, ребят, чтобы пол не улетел, знаете ли. Он уже собирается полетать. Ребята, это пипец. Да, ребят, вот так вот. Так и живем, ребят, так и живем. Вот так вот берете с собой собаку, ложите ее на палатку, и ее ветром не сдувает. Рамс,
Сейчас уже скоро мы постелимся, не переживай. И здесь, кстати, в палатке сразу в комплект входят вот такие вот веревочки, растяжки, что очень важно, конечно же, на рыбалку. В лотосе теплый пол, смотрите, как много света. Получается, вот под вот этим вот теплым слоем водонепроницаемый пол, ковшик. И вот здесь вот сверху вот этот изолон положили, чтобы было тепло ходить ногам. Вот, чтобы можно было в носочках сидеть и было сухенько. И смотрите, здесь есть фланцы на лунках, это же прекрасно. Ну и вот, ребятки, беру свою, одну из самых любимых поплавочных удочек. И начинаю разбирать, искать глубину. Так, только вот не помню, возможно, я, ребят, в прошлый раз парочку бусинок-то и потеряла. Стопудово. Еще проверим. Поехали. Смотрим. Поставила 6 жерлячков вокруг своего лагеря, установила 2 палатки, одну хозяйственную, одну, в которой я буду сидеть. В палатке у меня всего 3 лунок, уже луночки закормлены, я их закормила в тот момент, когда устанавливалась палатка. И сейчас я хочу поставить 2-й поплавок и посмотреть в камеру Калипсо, подошла ли хоть туда какая-то рыбка. Несмотря на то, что были небольшие оттепели, все это ничего со льдом не сделало. Лед просто прекрасный остался. Так, ребятки, есть какая-то первая рыбка. Сейчас. Ух, ребят, какая хорошая плотва, смотрите. Ох, огонь. Огонь, ребят. Отошла на 2 секунды, вышла из палатки, возвращаюсь, а тут уже поклевочка. Значит, был меньшего размера крючок гамакацу, старый сейчас овнер, потому что сразу у меня погнулся тот крючок, когда у мордатой плотвы из морды доставала. Вот, поэтому больше крючочек ставлю. На прошлой рыбалке тоже на такие ловила и отправляю обратно. Во, ребятки, сейчас проверять буду лунку мормышечкой. Что-то рыба не особо хочет клевать просто на крючок с мотылем. Может быть, ее заинтересует мормышка. Есть. О, ребята, что-то хорошенькое. Так, сейчас посмотрим. Главное не подпалить на теплообменнике леску. Даже немножко сопротивляется. Либо окунь, либо плотва. Сейчас увидим. Ну, прекрасно. Плотва хорошая. Смотрите, какая на мормышечку. Видите? Это хорошо. Не на маленькие, не такие, не на плавные подергивания, она такое прям агрессивно. Вверх-вниз, вверх-вниз. С маленькими такими вот подкачиваниями. Паузу даем. Можно положить на стол туда и постучать, сказать: иди есть, иди есть. И снова. Оп, видели, опять была поклевочка. Так, сработочка, ребят, на поплавочек. Сейчас посмотрим, кто там у нас. Окунек. Такого окунька сейчас оставим и поставим на ставочку. Вот этого окуневища вообще огонь, просто размер. Самый настоящий ставочный, согласны? Огонь. 2 плотвы сразу практически клюнули на поплавочек. Одна клюнула на 2 небольших опарышей на пиночку, вторая клюнула на одного мотыля колечком.
Вот захотелось им покушать. Понимаете? А я хотела идти ловить на улицу. Но она просто осмелеет сейчас, и как заклюют. И как заклюют, как заклюют. Короче, вот так вот довольно неплохо я устроилась в своей палатке. Сзади стоит раскладушка, собака. Наконец-то поклевочка хорошая, на поплавочек идет рыбка. А что там у нас за... Ух ты, какая хорошая плотвичка идет. Высоко поднимаю ее со дна, получается. А, это не плотва, это такой окунь большой. Смотрите, какой попался. Хорошенький. Запутался, друг, да? Запутался, да, я понимаю. Жизнь она такая. Запутаться очень легко. Снова обратно в луночку. Сейчас у меня опарыш туда пошел. Хочу проверить, может ли что-то клюнуть на опарыша. Ох, ребят, какая хорошая плотвичка клюнула. Ох, смотрите. Очень хорошая плотва. Клюнула, не поверите, на что. На 2 опарышей. Самое интересное, что рыба берет наживку, которая даже еще не легла на дно. То есть вот так вот может, просто я могу не успевать. У меня висит поплавок в толще воды, точнее крючок. Я там занимаюсь второй соседней лункой, а у меня происходит поклевка на вторую лунку. Вот здесь вот у меня клюнул подлещик. Подлещик клюнул на одного мотыля колечку. Здесь у меня, ребят, стоит карасик. Сейчас посмотрим, что могло клюнуть. Вымотало ли? Нет, ничего не вымотало. Скорее всего, как всегда, ударил окунь, либо мелкий судачок, может быть ветер тому виной. Короче, ничего нема. Ну, давайте. 1, 2, 3. Вот так. Есть. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мать, ты мне все хочешь запутать, что ли? А это что туда пошло само? Так, ребят, вот плотвичка. Некуда бросать, окно закрыто. Дело близится к закату, к темноте. Так. Ставлю 2 мотыля колечком. Проверяем. Может, что-нибудь покрупнее возьмет. 2 мотылей колечком. Главное, вот если путается леска, во-первых, не самую тонкую ставить, самую тонкую я не ставлю. Можно очень тонкую ставить на поводок, потому что чем тоньше леска, тем проще ее запутать, понимаете? Поэтому вы никого не слушайте. Всегда можно использовать на поводок тонкую леску. А на основную леску можно использовать какую-нибудь леску потолще. Вот.
Клевочка. Оп. Что-то, ребят, не крупное. Наверное, окунь или ёрш. Нет, вот как-то так странно сейчас там болтается. Все, сошло. Прям с такой силой болталось что-то. Я не знаю даже, что это за рыба была на самом деле. Потому что прям такое ощущение, как будто прям как будто бы я не в воде ее, а как будто, представьте, удочку достаете, из воды на ней висит рыбка, и она на крючке болтается со всей силы. Вот такое ощущение сейчас создавалось, когда я вытягивала рыбу, понимаете? Кто там у нас? Какая хорошая плотвичка. На зимней рыбалке особо не наготовишься, поэтому я, клевала. Всегда сейчас в последнее время беру с собой что-то готовое. Либо готовлю дома, либо беру какие-то специализированные консервы для походов. То есть есть консервы, которые предназначены для того, чтобы вы могли взять их с собой и разогреть просто в воде на костре. В этот раз я решила взять плов типа узбекский. 2 баночки на меня и на оператора. Вот такой вот. Закладываю один сюда и второй сюда. Нагреваю и жду где-то 15-20 минут, пока он разогреется. Надеюсь, что что-нибудь в это время у меня еще в придачу и клюнет. Побродила по улице, прошла буквально 2 лунки. Мне стало сразу понятно, что даже на мормышку сегодня рыба не настолько активная, насколько бы хотелось. Точнее, она вообще какая-то неактивная. Мне удалось выклинчить только одну рыбу на мормышку. Это здесь, в палатке. А на улицах с 2 лунок вообще пусто. Так. Рыбалка трудовая у нас с вами получается. Все-таки один мотыль кольцом решает. Там идет что-то, ну, такое довольно хорошее. Но рыба, когда начинает сама типа вверх идти, теряется натяжка, и она очень часто спадает с крючка. У нее разбивается губа или что-то еще. Пока дотащишь этих почти 8 метров, конечно, немножко тяжело получается. Во, какой окунь. Привет, друг. Здоровенько. Как там? От камеры отошел. Все собрались сначала смотреть на камеру. Убрали камеру, они наконец-то стали клевать. Надоело им смотреть, они решили поесть. А так всех больше интересовала камера, а не мотыль. Сейчас поставила довольно большой крючок на соседнюю удочку. Гамакацу 14 номера. Нет, рыба не берет, не хочет. Видите, чувствует она большой крючок. Поэтому сейчас, конечно же, поменяю. Сейчас прям какой-то вечерний выход начался. Клюет вперемешку плотва с окуньками активно на одного мотыля колечком. Лучше всего ставить именно такое сочетание, если просто не хочешь сидеть, если не хочешь, чтобы постоянно были какие-то обидные сходы. Мотыль колечком самый лучший вариант, конечно, получается. Лучше всего реализация именно на него. И рыба разная абсолютно влетает. И разных размеров. Есть, ребятки. Есть. Сейчас посмотрим. Конечно, хочется все время, чтобы было что-нибудь побольше, но там обычно какая-то рыбка идет у меня. 100%. Сейчас посмотрим. Ну, хорошая, смотрите, какая плотва. Ой, прямо помяла тут не водичку. Мы даже сегодня забыли вилки. Поэтому кушать придется крышечкой. Кто бы сомневался, что мы, ребят, как всегда будем вот в таком вот.
написано, что это узбекский плов. Но у меня у мужа живут родственники в Узбекистане. Я знаю, что такое настоящий узбекский плов. А вот это просто рис. Вот так. Главное, 3 кусочка мяска. Хватит. Друзья, почти 7 часов вечера, еще не совсем стемнело, потому что близится лето, оно все ближе и ближе, из-за этого длиннее становится день. У меня был вечерний выход рыбы, клевали окуньки и плотва, и был очень хороший сход. Мне кажется, что это был лещ или хороший подлещик, грамм на 700, на 800, но я его, к сожалению, упустила. Людей на льду сегодня намного меньше, чем обычно. Всех напугал, наверное, вот этот вот сильный ветер. Луна вроде бы не полная, спряталась за тучи. Будем надеяться, что завтра погода будет получше. И пойдем закармливаться перед ночной ловлей. Если, конечно, будет что-нибудь ловиться. Ну что, я думаю, что пачки корма хватит. Обильно я кормлю только центральную лунку, поэтому сильно много туда забрасывать корма тоже, я думаю, не надо. 800 грамм хватит вместе с лиманником. Это будет стартовый, точнее не стартовый, это будет дозакорм перед ночью. Лиманника надо положить столько, чтобы мне хватило также его на завтрашнее утро. Сейчас мы посмотрим, сколько у меня осталось. Осталось довольно прилично. Брала всего я на рыбалку с собой килограмм. Поэтому давайте сюда его. И начинаю кормить. Это центральная лунка. В нее сегодня зашло больше всего корма. Так. Больше всего корма. Чтобы вы понимали, на крайней лунке я дала по одной вот такой вот кормушке. Все остальное ушло сюда. Я, ребята, сижу сейчас в кромешной тьме над луночками. У меня периодически подлещик, видно, хватает и убегает с наживкой, но я не успеваю его подсечь. Но я поняла, что он реагирует на сброс корма сверху, лиманника сверху и реагирует на периодические поднятия, опускания наживки. То есть ему нужна некая определенная активность. Единственное, что я сейчас поставила мормышку, на мормышку никакой реакции нет, только на поплавок. Первая поклевка за ночь, ребят. Сейчас посмотрим. Подлещик, ребят, ночной. Вымочила первого ночного подлещика. Вот, ребята, наконец-то подтверждение того, что у меня тут шевеленки. Это не просто шевеленки какие-то от ветра, это была рыба. И уже не первая у меня была поклевка, получается. Да, возможно, это разведчики. Но наконец-то я поймала первого ночного подлещика. Есть какая-то рыба. Что-то небольшое, ребят, но что-то взяла на
одного опарыша с двумя мотылями. Сейчас посмотрим. Ой, плотвичка, ребят. Плотвичка внизу там плавает. Во. Ночная такая плотва. Надеваю, вот у меня остается опарыш, который был. Надеваю мотылька двоих и снова в луночку. Лед, ребят, пипец трещит. Плотва потихонечку дергает, но плохо реализовывается. Очень сильно болтает рыба головой, поэтому очень много рыб, пока вот этих вот 8 метров проходят, остаются там, где-то там. О, представляете, какая там была плотва, которую я не достала, я не представляю, потому что это вообще легко шла достаточно. Хорошая плотвичка. Ночная плотва. Вот это звуки, слышите? Это под нами, ребят, трескается лед. Мордом, ребят, потому что не выдержала так долго не спать. Ну вот, плотвичка у меня подошла опять, вот такая вот хорошенькая. О. Есть. Немножко забирает. Выложила вверх, ребят, рыбка. Что может подлещик, что хорошее, ребят, видите, забирает у меня леску. Ой, здесь плотва похоже, башкой дергает, как плотва, конечно. Сошел здесь кто-то, сошло здесь, сошло здесь это что-то, вот тут. Ребят, 5 часов утра, какая-то пауза в клеве образовалась. Ну и я собираюсь вот еще немного докормить точку. Чуть-чуть лимана еще себе про запас вот тут оставлю. Но это уже, считайте, фактически итоговый закорм, которого должно хватить до конца рыбалки, до конца дня. Такая вот прекрасная кашка получается с лиманником. Сейчас мы это все в центральную луночку. Угу.
Была поклевочка, ребят, на одно поплавочек, наконец. Сейчас посмотрим, что у нас там. Наверное, плотвичка, скорее всего, судя по тому, как сопротивляется. Да, хорошая, видите, какая. Опа. Какая хорошая плотва. Отличная. Какая-то рыба, ребят, очень хорошо давит. У меня там 0,9 поводок, поэтому я боюсь брать, так сказать, нахрапом. Сейчас будем смотреть, что там такое. Как вы думаете, что там, плотва или подлещик? Наверное, плотва. Судя по тому, как выдает здесь, это плотва. Просто очень большая плотва, видите? Смотрите, какая. Это настоящий монстр. Ты еще и говорящая, ёпсель-матрёпсель. Слышь, мать, что ты разговорилась? Замотала, закругляла. Мамочка такая. Обалдеть. Сейчас уже собираюсь, ребят, завтракать. За всю ночь проголодалась, потому что поспать конкретно, как в прошлые разы, не удалось. Получилось в этот раз постоянно баловаться и провоцировать рыбу на поклевку. Да, немного было реализованных, но клевала в основном плотва. Причем плотва, которая реагировала на определенные игровые, так сказать, движения с приманкой, вот, с наживкой, вот, и она, наверное, спускалась откуда-то из толщи воды. Я не знаю, почему именно так. Ну, как-то так. Горячий завтрак. Будут сосисочки с яичницей. То, что я люблю больше всего, и то, что быстро и просто делается. Идет, ребятки. Идет, видите, красота моя. Какая хорошая. Что идти? Давай. Увидела, видите, свет в лунке и не хочет. Давай, ты ж уже у меня и так контуженная должна быть.
Идет какая-то рыбка. Пока установлю все камеры, 10 раз можно потерять натяжку. И да, я потеряла рыбу, понимаете? Я не потеряла. Окунек небольшой клюнул. Я думала, потеряла натяжечку и все. Нет. Говнюк клюнул этот. Так, ребятки, сейчас посмотрим, что идет. Только вот поставила. Что-то побольше взяла, не знаю. Сейчас посмотрим. Плотвичка, может, окунек. Хорошо сопротивляется тут, вот как обычно. О, видите, даже немножко плотваешь, ребят. Не хочет никак. Вот ходите на влунку все время здесь. Очень прям сопротивляется. Посмотрите, какая огромная плотвень. Обалдеть, ребят. Очень большая плотва. Смотрите. Ну, она же просто огромная, реально. Я заметила, что днем на пучок мотыля, допустим, больше всего любят клевать ёрш и очень окунь. Поэтому сейчас вот ставлю по одному мотылю колечком. Это минимизирует их количество, их поклевок на некоторое время. Потом такое ощущение, когда они поднимают, начинают все и начинают тоже поклевывать. Вот иногда, ребят, нужно так отыграть. Ставочка сработала, ребятки. Сейчас пойдем посмотрим. Не будет ничего. Как ты думаешь, будешь ставить или нет? Что там все так балуется? И еще одна плотвичка, ребятки. Такая вот хорошая у меня. Оп.
Я, ребят, столько плотвы зимой в жизни не ловила. Слушайте, вы думаете, я думала, что можно такую плотву ловить на Вилейке? Никогда. Обалдеть. Ребят, ну это просто нереальная какая-то плотва, господи. О, я вытянула соседнюю. Опа, батончик. Начали на батон. Вообще Вилейское водохранилище считается одним из самых больших водохранилищ в Минской области. Значит, очень много сейчас здесь находится палаток, очень много находится рыболов. Видно, что вот люди есть, которые приезжают. Вчера были, уехали вечером, приехали снова с утра. Вот. Клевать продолжает. Если все правильно делать, клюет мерная довольно-таки плотва. Это тоже не может не радовать, поэтому будем продолжать ловить. Погода замечательная, небольшой такой морозик, светит солнышко, распогодилось, стал меньше ветер. Палатку не снесло, никуда не унесло, все замечательно. Собака радуется жизни. Слушайте, ну чуть-чуть больше, мне кажется, ребята, пузатей. Более пузатая, да? Такая? Давай. Поклевочка. Посмотрите, красота. Ай-яй-яй. Красота. Угу. Еще разочек, пожалуйста. Есть. На мормышечку, ребят, что-то, видите, поймала. Видели поклевочку? Видели? Интересно. Ваши ставки, господа. Окунь, плотва. Может быть, крупный ёрш. Главное, чтобы сейчас долетела. Ребята, смотрите, какая плотва попалась на мормышку. Класс. Это класс, по-моему. Супер. Ребятки, это к нам пришел подлещик. Подлещик. Здорово, дружище, какает нашим кормом. То не знаю кто, ребят, поменяла наживку, поставила двух опарышей маленьких, типа пиночки. И у меня, смотрите, плотвичка вот такая офигенная пришла. Отлично. Она там есть, просто перестала брать на лимон, на мотыля. Не хочет брать, и все. Просто перестала. Все, и молчит. А на опарыш сразу взяла. Подлещик, давайте сюда. Слушай, ты не похож на подлещика, ты кто? Хуизы. Непонятно что. Но разве это похоже на подлещика? Да.
Могу сказать, что за эти сутки я кайфанула от палатки Lotus Tent, благодаря тому, что у нее офигенный пол с фланцами, он утепленный. Сверху я еще такой утеплитель положила, чтобы не пачкать вот этот вот пол. Все было офигенно. Теплообменник стоял вот здесь стояла раскладушка. Вообще просто, ребят, было нереально тепло, нереально хорошо. И палатка пришвартованная за растяжки, которые идут в комплекте, они там в таких пакетиках, сумочках находятся, она устояла в штормовой ветер. Мне реально понравилось. А еще мне нравится палатка Lotus Tent тем, что она очень светлая, то есть ты чувствуешь себя в ней очень приятно. Вот, и у меня поклевочка. Вот смотрите, одна лунка, вторая и третья лунка. Закормила больше всего я центральную, но на нее я вообще не рассчитывала. Рыба никогда не стоит и не питается активно именно на кормовом пятне. Она питается рядом с ним зимой. Это вот у меня по опыту, да. Поэтому эту я кормила очень обильно, чтобы привлечь внимание рыбы. А ловила вот из этих. Представляете, как прикольно. И победная лунка это... Вот это вот. У меня обошлось без диппера, который помог мне найти глубину, помог увидеть мне рыбу на дне, помог найти изменения в рельефе. Вот. Без этой бы штуки я бы, наверное, не справилась, потому что все происходит довольно быстро, ты быстро находишь место, благодаря которому устанавливаешь палатку, просто садишься и ловишь. Шли в глубины и интересные места для себя. Я всегда смотрю вниз камерой для того, чтобы увидеть качество дна. Есть ли там рыба, есть ли какая-то растительность, что-то интересное. И уже потом выбираю место для ловли. Нормально так идет. Ща. Либо очень хороший окунь, либо очень хорошая плотва. Сейчас посмотрим. Офигеть! Я не знаю, ребят, что там. Либо снова плотва большая, либо снова нормальный такой сейчас будет окунь. Ой, давит здесь. Судя по тому, как было туда-сюда. Ой, пролетела. Смотрите, какая хорошая зачетная плотвичка. Это гидроизоляционное дно от моей палатки, которая, по-моему, справилась со своей работой на 100%. Смотрите, как клево. Все сухенько, офигенно. Сейчас мы открутим вертыши и посмотрим, что там под самим дном. Так, ребята, и давайте посмотрим, что под полом. А под полом лед. И только вот тут вот чуть-чуть вот на луночках он подтаял. Вот это вот безопасное дно, хорошее. Очень. Видите, трещины прям под нашей палаткой проходили ночью. О, какие большие. О. Вот так вот, друзья, на позитивной ноте заканчивается моя сегодняшняя рыбалка. Я рыбачила на Вилейском водохранилище 24 часа в палатке с ночевкой, ловила рыбу днем, ночью, снова днем. Рыба клевала, я осталась довольна. Сейчас покажу вам свой улов. На самом деле я больше рассчитывала на леща, рассчитывала на подлещика, но ко мне приплыла вот такая вот плотва. Знаете, как бы... Я, в принципе, и не сильно-то расстроилась, что подлещик не пришел. И весь день у меня клевала одна плотва. По результатам я пробовала ловить на мормышку, я пробовала ловить на жерлицы, я пробовала ловить на поплавок. На мормышку рыба практически не клевала. На жерлицы было пару сработок, на ерша и на ерша, но никакой рыбки не попалось, к сожалению, из целых 7 выставленных жерличек. Чаще всего клевала на поплавок с одной лунки из 3. Кормила я только центральную, кормила кормом РС, смешанную с лиманником, клевала плотва лучше всего на одного мотыля. Но когда у нее пропадало настроение клевать на одного мотыля, нужно было что-то менять, и она начинала клевать заново. Откуда я знала, что она там есть? Потому что я наблюдала
за рыбой в камеру Калипсо и всегда видела дипером глубину ловли, где рыба стоит, в каких слоях воды, и придумала, что мне нужно делать для того, чтобы ее вниз опустить. Ночью я, например, все время сверху досыпала немножко лимонника, чтобы рыба спускалась вниз ко мне, понимаете ли. И после того, как я докармливала, где-то минут через 10-15 следовала поклевка плотвички. Большой такой. Да. Если вам нравятся такие видео, если вы тоже любите рыбалку зимнюю, летнюю, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!